Приветствую любителей высоких технологий. В общем, не дают мне покоя подшипники. Все время хочется что-то изобрести, хочется сделать их более качественными. И вроде бы что-то получается, друзья. У меня получилось несколько очень плотных экземпляров после сборки. Как я это делаю, вы могли уже много-много раз видеть на моих каналах. Ну вот, есть такие экземпляры, которые плохо крутятся. Да что тут лишний раз говорить, лучше вам показать, как это выглядит. Вот смотрите. Вставляю я подшипничек, да, берусь вот так и пытаюсь вращать. Ну, по звуку слышно, что ничего не вращается. С какими-то хрустами идет процесс. Это произошло почему? Ну, во-первых, шарики оказались немножко больше, чем надо, либо обоймы немножко меньше, чем надо. И плюс при запрессовке образовались такие небольшие уступы. Поэтому очень плохо вращается. А мне нужны как раз таки прецензионные подшипники, чтобы они не сильно болтались. У меня таких куча, которые болтаются адски. То есть уже они мега переработали в турбореактивных двигателях. И мне нужно что-то посерьезнее и поплотнее. В общем, один у меня все-таки получился, друзья. Вот смотрите. Видите? Он вообще без зазора. Он недолго крутится, потому что я не стал дальше его мариновать. А изначально он был гораздо хуже, чем этот. Я взял самый плотный и начал с ним экспериментировать. Что я только не делал. И вращал в токарном станке. Ну, то есть вот так зажимал легонечко, здесь центровал и стопорил вал, вращал его. До тех пор думал, пока все будет нормально. Но не тут-то было. Эта пора так и не наступила. Вращай хоть целый день, все равно оставалось не очень. Я и добавлял металлплакирующую пасту. Еле выдавил ее, вот так давно она у меня здесь лежит. В итоге что получилось? Наросла внутри медь, и он еще хуже стал вращаться. После чего жалость к нему у меня окончательно пропала, и я решил добавить компоненты посерьезней. А именно мелкозернистую алмазную пасту. У меня какая-то абсолютно обычная притирочная паста для клапанов, которая давным-давно у меня валяется, и я иногда периодически пользуюсь в каких-то дичь экспериментах. Я уже, честно говоря, проводил такой эксперимент. Мне нужно было по-быстрому разработать подшипничек, но я делал грубой пастой. А в этот раз я взял мелкую, то есть тут мелкий компонент. Намазал, опять же зажал чуть-чуть в токарный станочек и... не знаю. Наверное, часа на 3 я забыл про вращение. Вращал, кстати, не особо быстро. Естественно, сначала я пробовал, там через минуту, через 2, но увидел, что процесс какой-то затяжной, особо ничего не происходит. Но когда я вспомнил очередной раз, спустился в подвал, я, честно говоря, остановил станок и обалдел. Подшипничек разработался. Когда используешь грубый алмаз, то он как-то, знаете, прям очень быстро разбалтывается, все там хрустит. А это она, я не знаю, насколько мелкая. И вообще не знаю, насколько это все круто, друзья. Насколько хорошо будет он в работе. То есть там, по сути, впились туда алмазы, как мне кажется. Но у меня стоят керамические шарики, тоже непростые. Поэтому, может быть, не будут они стираться. И все будет нормально работать. Короче, просмотрим в процессе, но могу сказать одно. Зазора нет вообще никакого. Вообще, абсолютно. То есть все отлично получилось. Так что можно его снимать. Его снять не так-то просто. Он тут поднапрессован. Вытащить его можно таким вот способом, чтобы не повредить. Раз, все. Вообще не верю своим глазам, что все-таки у меня это получилось. То есть зазора вообще нет никакого. Оно, по сути, друг к другу там все притерлось. А за счет того, что шарики изготовлены из керамики и все это очень долго обрабатывалось, то, скорее всего, геометрическая форма не нарушена. Но крутится потрясающе. Без шумов, без хрустов. Этот был самый плохой из 3 подшипничков. Поэтому заряжаю сейчас следующий.
И продолжим эксперимент. А вам покажу, как это все выглядит. В общем, насаживаю вот так. Промываю обязательно в обезжирочке. И делаю вот что. Наношу немножечко состава. Оп. Дичь, конечно, страшная, но куда деваться, технология работает. Один конец захватываю сверлильным патроном, чтобы предотвратить вращение. Ну, а второй зажимаю в токарничке. Зажимаю прям совсем чуть-чуть. Оп, все. Чтобы не сжать кольцо. Я, кстати, проверял, даже если в 10 раз сильнее зажать, оно как-то вот особо сильнее сопротивление вращению не становится. То есть кольцо довольно-таки прочное. Если его прям совсем чуть-чуть зажать, то геометрическая форма его не изменится. И можно будет надеяться, что практически без потери геометрии мы это делаем. Включаем станочек. Вот на таких вот оборотиках оно будет работать несколько часов. А потом выключим, промоем и посмотрим, что получится. Прошло часа 3-4, я периодически подходил, смотрел, что получается, менял пасту. С каждым разом вращение было все легче и легче. Ну вот сейчас я уже решил остановиться полностью. Смотрим, как оно получается, освобождаю здесь. Ну, видно, что нормально теперь вращается, просто оно еще немножко подзабито алмазной пастой. Надо промыть, надо смазать и еще немножечко поставить на проворот, чтобы оно, так сказать, притерлось с маслицем, уже загладились шероховатости. Вот. Ну а пока чувствуется, что легко вращается. Ну, собственно, так как я это уже делаю не первый раз, все будет в порядке. Но я еще пока, друзья, не пробовал, это не панацея, я никого не призываю, это лишь эксперимент. Вот как попробую в турбореактивных двигателях, как оно, если вот нормально себя поведет, тогда можно будет пользоваться такой технологией. Хотя 99,99, оно как бы такое дело 100 лет никому не надо, как я понимаю, правильно? Ну да, легко вращается. Зазора, опять же, никакого нет вообще. Как и обещал, капаю немножечко масла самого обыкновенного. Вот. И ставлю на обкатку. Потому что есть какие-то шероховатости. Они чувствуют. Итак, готов второй подшипничек. Сейчас будем тестировать. Вот так он вращается. Казалось бы, да, не супер круто. А все потому, что он абсолютно беззазорный. Может быть, даже с микро-микро натягом. Но это не мешает ему вращаться от компрессора. И сейчас мы сравним подшипник, который поюзанный уже. Вот он с маленькой турбинки, видите, даже немножечко цвета побежалости есть, потому что он поджаренный. Он вращается отлично. О, красота. Смотрите, какая сказка. Классно вращается, да? Ну а теперь сравниваем, как оно по звуку. Я надеюсь, было слышно. И берем вот эту роскошь. Ну как вам? По-моему, очень даже круто. И смотрите, шарики сами распределились. То есть они не сбитые в кучу, они на некоем расстоянии находятся. Так и должно быть на огромных оборотах. Ну, так как он сухой, он не особо круто вращается, ибо нету смазочки. Если его немножко подсмазать, он значительно лучше начинает крутиться. Вот. Ну, а этому смазка не смазка. Тут зазоры огромные.
Максай, так и сатана. Ладно, друзья, я в принципе доволен, у меня настроение хорошее, чего и вам желаю. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. Какая-то лютая дичь происходит на канале. Так что, как видите, микротурбины не отпускают меня пока.